Счастье, счастье, счастье летит. Запускаем счастье в 23 год. Просто украшение гороскопа, украшение любого праздника, украшение жизни. Это львы, конечно же, мои хорошие. Запускаем вместе с вами счастье. Вот в этой такой красивой красной форме, любви, запускаем счастье и пронесем весь год это счастье крепко, активно, радостно, позитивно весь следующий год, несмотря ни на что. А мы с вами сейчас посмотрим январь, с чего начинается 23 год. С чего начинается 23 год? Конечно же, сразу смотрим ваш управитель. Вижу Розану, слышу такие слова, конечно же, вот такой вот красивый лайк. Спасибо. Итак, ваш управитель Солнце. Солнце, огонь. Это не планета, это светило. Это первое, с чего начинается любая астрология. Это первое, с чего начинается гороскоп. Это первое, с чего начинается, когда появился человек на свет. Солнце. Где находится твое Солнце? Солнце – это мужская энергия, то есть энергия силы, то есть энергия заметная, сильная, яркая, мужская. И это ваше Солнце находится в очень сильном положении в январе месяце. И мало того, что оно находится в сильном положении, оно находится в Козероге. Солнце там уважаемое, Солнце там солидное, Солнце там уверенное, Солнце там авторитетное, уважительное. Вот такое Солнце. Так же, как будто бы оно находится у вас. Несмотря на то, что это совершенно другая стихия. Это Земля. Вы – это огонь. Но там очень хорошо находится Солнце. Оно отвечает всем вот этим качествам, которые присущи Льву. И находясь в этом знаке, Солнце там очень активно в январе месяце. В чем заключается активность Солнца? Потому что она делает много аспектов с другими планетами, которые на вас очень сильно будут влиять. Плюс ко всему, с этим Солнцем, которое находится, ваше Солнце, которое находится в Козероге, еще 5 там стоит стелиум планет. То есть это Солнце, сила его еще в том, что оно подкреплено 3 планетами и светилом Луной. То есть вот в таком роскошном расположении находится ваше Солнце. Конечно, сильное, конечно, мощное. И абсолютно можно назвать это Солнце: я украшаю жизнь, прежде всего свою. Вот в этом месяце вот так захочет себя чувствовать Лев. Я украшаю и украшу свою собственную жизнь. И мы смотрим, каким образом. Итак, солнышко, находясь в знаке зодиака Козерог, для вас это все, что связано с сектором карьеры, работы, профессиональной деятельности, а также все, что связано с вашим физическим состоянием. Хотела сказать хорошим состоянием, а оно будет хорошее состояние. Настолько дела идут в гору, все, что связано физически, заболевания какие-то, может быть, какая-то простуда, что-то простудился, очень быстро справился с этим. Что-то, какое-то недомогание, очень быстро разобрался с этим. Что-то какая-то даже, может быть, возникла какая-то срочная операция, быстро как-то она и легко прошла. И главное, вовремя это все было сделано. Вот так будет справляться Солнце, которое находится для вас вот в позиции здоровья и карьеры. Все, что связано с карьерой. Прям можно сказать, с января месяца вы узнаете о том, что вам надбавку сделали. На весь год у вас будет другой оклад. Узнаете, что вам в нагрузку дается какой-то где-то, вы где-то работаете, но то, чем вы работаете, курс, вас приглашают провести какой-то курс, может быть семинар, курс лекций, просто кого-то на обучение куда-то. То есть вы посмотрите, как незаметно вы материально то же самое получается. Я сам украшу свое и материальное положение. Вот таким образом показывает это Солнце. И Солнце, находясь в Козероге до 20 числа, сразу 5 числа делает очень хороший трин
тригон, то есть гармоничный аспект, делает с Ураном. Уран находится в Тельце. Солнце находится в земном знаке, делает прекрасный трин к Урану, который находится в земном знаке. Понимаете, какое сильное взаимодействие вашего Солнца, огня, с Землей. И это происходит у вас опять и снова в секторе карьеры. Вот что-то с карьерой. Посмотрите, что-то происходит. По карьерной лестнице у вас какие-то продвижения, у вас какие-то изменения. Я уже не говорю о том, что вы можете большой какой-то корпорацией руководить. Вы руководители, вы те, которые обучают, те, которые за собой ведут, вы лидеры, вы политики. Вот в этой области у вас с января месяца большой подъем. Да, кто-то какие-то заявления сделает, выступления какие-то будете представлять где-то выступления, трибуна, что-то заявляете, что-то читаете, что-то говорите, выступаете. Вот таким будет образом. Очень неожиданно, случайно. Да, где-то пригласят на какую-то конференцию, где-то выступить, слово сказать. В конце концов, вы даже можете в январе на каком-то мероприятии быть ведущим этого мероприятия. Дальше, 18 числа, это Солнце, которое в таком очень сильном расположении находится, сделает чудесное, прекрасное соединение с Плутоном. Плутон находится опять в секторе здоровья и в секторе карьеры. Но Плутон на последних градусах идет в сектор семьи, брака, отношений. И вы, кстати, это уже начинаете чувствовать. Очень многие львы, появляется такая хорошая, здоровая, сексуальная энергия. Львы заметны, видны. Ваше Солнце об этом покажет. Оно в таком сильном расположении и такие хорошие делает аспекты. Вот к Плутону оно там соединяется, потому что они находятся оба в Козероге. Эти отношения у вас возникнут, так скажем, приземленные. Эти отношения капитальные, основательные. Но все зависит от того, как захотите вы. Захотите ли вы развивать эти отношения? Захотите вы оставаться в этих отношениях? Захотите ли вы дать романтику этим отношениям? Все абсолютно будете держать вы на контроле. И этот контроль подвластный будет именно львам. Это все, что связано вот с такой вот личной жизнью, но точно так же это все, что связано с финансами. Большой контроль сделаете своей финансовой всей структуре, в которой у вас есть, где какие выплаты, как происходят эти выплаты, какие проценты идут на что-то. Вы рассчитаться сможете со всеми долгами, потому что прирост идет, материальный прирост. Солнце соединяется, ваше Солнце соединяется с Плутоном. Плутон, который находится в сфере, отвечающая за карьеру, за заработки, за работу, за стабильность, за финансы. Дальше что смотрим? 25 числа уже Солнце будет в знаке зодиака Водолей. Тоже абсолютно ваша стихия. Здесь вашему огню, вашей фантазии, вашим желаниям, вашей энергии свобода. Прямо оно просто свободно передвигается, вот такое вот Солнце, которому настолько легко, у него как будто бы вот возможности открыли. Здесь все было структура, здесь я это выполню, это сделаю, сюда мне записать надо, это мне нужно перенести, это нужно добавить. Вы тут в структуре. А с 20 числа, когда Солнце перейдет туда, свобода появляется. Свобода. Ты делаешь все эти дела, но делаешь очень легко, очень гармонично, из одного в другое перетекает. И тоже, когда будет находиться солнышко вот в таком прекрасном, ваше Солнце в таком прекрасном расположении, даст секстиль к Юпитеру, к огню, к такому же огню. Юпитер уже находится где? В Овне, там, где еще один огонь. Очень сильно собираются две огненные, Юпитер и Солнце. Солнце будет находиться там, где легко передвигаться в воздухе, а здесь Юпитер находится в Овне, который дважды подогреваемый и активный огнем. Так, ваше Солнце, вы огонь. Конечно, на таком аспекте
это грядут большие изменения, которые для вас очень долгожданные. Переезды, это духовный большой рост, это новые учения, новые знания. Для вас очень много новых открытий вы приобретаете. Вы от чего-то, само собой, что-то уходит, что-то отпадает. Вы в возобновление идет вот какой-то такой внешней и внутренней трансформации. Настолько уверены, вы не просто напролом идете, а вы вот пробиваете какую-то струю. Вот стояло, вот оно тормозило, немножечко как-то вот буксовало, что-то как-то. И вдруг вы из этой колеи вы выходите. И вы выходите не резко, а вот вы просто как с таким напором, очень напором активным и очень напором продуктивным, качественным напором вы идете вперед. Вас вся энергия жизни, она вас вперед, и не столько вперед, сколько вверх. Вот такие великолепные происходят изменения. Так это еще туда попозже перейдет и Сатурн, и Плутон перейдут в те сектора, ну попозже будем говорить, которые отвечают очень личные большие изменения. И личные, и финансовые. Дальше смотрим, конечно, посмотрим с Меркурием, что творится. Меркурий будет находиться тоже в знаке зодиака Козерог. Меркурий будет ретроградный до 18 числа. Дальше Меркурий сделает прямое движение и, находясь в Козероге, и в прямом, и в ретроградном движении делает два хороших аспекта. И в прямом, и в ретроградном сделает аспект гармоничный трин. В одном месяце дважды сделает, будет находиться. Трин сделает с Ураном 8 числа, и такой же трин сделает с Ураном 30 числа, когда уже заканчиваться будет месяц. С Ураном неожиданно Уран у вас находится в секторе карьеры, в секторе работы. Ну, я не знаю, какие могут у вас происходить изменения в этом секторе, но они будут точно происходить, потому что вы идете на подъем. Вы идете на подъем. Кто-то, возможно, защищает какой-то диплом, кто-то сдает хороший там 3-4 курс какого-то экзамены, проходит экзамены. Кто-то проходит собеседование для того, чтобы на работу. У вас предложения могут сыпаться со всех сторон. У вас может быть даже, вы себе спокойно где-то работаете, но вы получаете такое предложение, от которого вы не сможете отказаться. А это предложение за собой ведет очень большие изменения. Надо переехать туда. А ты переезжаешь, тебе дают проживание где-то. В этом проживании тебе создавать уют какой-то, комфорт надо. То есть это изменения профессиональные ведут за собой большие и другие изменения, которые могут произойти в вашей жизни. Вот таким образом эти соединения, причем очень-очень неожиданно происходят. Вы можете даже на сегодняшний день даже представить себе не можете, как это может проиграться, как это может произойти. Но вы можете получить вот такое вот предложение, от которого вам будет сложно отказаться, и вы будете заинтересованы в этом, потому что материально решает все ваши проблемы. Точно так же это может проиграться, встретить человека, который тоже изменит, вот он меняет вашу карьеру, он ваш статус меняет. Это еще сектор статуса, статус меняет. Вы переезжаете, в конце концов заключаете между собой контракт, вы переезжаете, вы соединяетесь, вы объединяетесь. Происходят абсолютные изменения вот по этому сектору. Дальше посмотрим, давайте еще Венера. Венера будет делать тоже 3 транзита, она активна, Венера, до 3 в Козероге. Затем она перейдет в знак зодиака Водолей, и следующий транзит все в одном и том же месяце сделает знак зодиака Рыбы. И это прохождение для вас, потому что сразу 1 числа еще будет находиться в Козероге, там, где будет ваше Солнце, сделает соединение с Плутоном. Ну, посмотрите, какие личные изменения происходят у вас. Многие львы даже не успеют оглянуться, как они окажутся в новом месте. Вот что значит выведет жизнь туда, куда надо и к кому надо. Это может быть кому и физическое лицо,
личного характера. Это может быть кому надо, какой-то профессии выводит, каким-то отношениям выводит, какую-то страну выводит. Вот туда, куда надо. Вас выведет в январе месяце. Не сопротивляйтесь никаким событиям. И делать для этого ничего не надо. У вас настолько сильно работает ваше солнце, и оно делает такие прекрасные аспекты, она вас именно вот это выражение выведет жизнь туда, куда надо, и к тому, кому надо, и тогда, когда надо. Вот таким образом выстраивается у вас январь месяц. Ну что, мои хорошие, что еще хотела? Ну, пожалуй, все. Вот Марс находится в Близнецах, очень хаотичный, такой Марс, который не поддается особому контролю энергии. То, что вы не любите, вы такую хаотичность, несмотря на то, что Марс это огонь, но вы такую хаотичность не способны переработать, все равно вы очень концентрированы, вы организованы. И Марс будет находиться до 12 числа в ретроградном движении, который принесет нам дела из прошлого, именно дела, доделать надо, вот физически, где-то нужно поехать, забрать свою мебель, кому-то нужно, может быть, перевести что-то, кому-то нужно дойти, где-то подпись какую-то поставить, кому-то, то есть физически какие-то нужно будет сделать, где-то поехать забрать, кто-то заканчивается контракт, занимался в спортзале, нужно поехать забрать свои вещи оттуда, то есть немножко какие-то дела, которые из прошлого вернутся по Марсу, о чем, ни о чем. А с 12 числа уже будет также находиться в знаке зодиака Близнецы, но уже пойдет на прямое движение, и это сама по себе энергия немножечко она в русло становится. Ну что, мои хорошие, да, выводит жизнь туда, куда надо с января месяца. Вообще год таким образом начинается, то есть вы следовать будете этим аспектам, которые просто загоняют в то, что я тебя выведу куда надо. Вот так Солнце очень сильно начинает год работать, а Солнце это, конечно, ваш управитель. Я украшаю свою жизнь украшаю, и меня жизнь выведет туда, куда надо, к тому, кому надо, и тогда, когда надо. Вот так выстраивается начало года, вот такое сильное для вас. Ну что, мои хорошие, запускаем счастье, несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Когда у тебя в руках счастье, а счастье это здоровье, это финансы, это радость, это позитив, это удовольствие, это настроение. Вот это все одно счастье. И когда у тебя в руках счастье, несмотря ни на что, и что бы ни приносила жизнь, у тебя есть что держать, от чего отталкиваться, с чем решать. Поэтому, конечно, запускаем это счастье. Но вижу Розану сразу, вот такой красивый. Счастливый лайк. Обнимаю вас. Спасибо за поддержку, спасибо за лайки. Становитесь спонсорами, подписывайтесь на канал. И до встречи. Обнимаю вас.